Итак, начнем с моделирования боковины колесных арок. Сделаем сначала переднее колесо, переднюю колесную арку. Начнем. Что нам для этого нужно? Для этого нужно нам построить опорные кривые, которые нас в данном случае ограничивают. Это вот эта кривая, это линия кузова, плеча машины и колесная арка. Так как здесь модель готовая, уже как бы с радиусами, то настоящее пересечение этих поверхностей нам придется построить самим. Для этого не обязательно строить именно поверхности. Достаточно построить какие-то опорные точки, которые будут на пересечении лежать. Мы будем строить без фанатизма. Это не та модель, это не точный скан, это не... Модель довольно точная, но лоу-поли все равно не позволяет моделировать с какой-то супер точностью, поэтому мы будем моделировать идею создания, то есть то, как бы ее можно было строить изначально. Сильно приближаться к этому я не вижу смысла, это большая потеря времени и сил. Поэтому начнем с простого, с формирования вот этих основных линий. Линия боковины у нас, если мы посмотрим, видно, что идет сначала выпуклая, потом притягивается к ребру арки. Поэтому есть смысл простую линию начала всего этого строить именно вот здесь на серединке, на участке ровном, выпуклом. Вот, все остальное делаем так. Для этого можно строить поверхности, здесь приближать их максимально к мешу, продлять и на пересечении строить вот ту самую линию, относительно которой уже будем строить чистовые поверхности. Можно сделать только опорные точки. Для этого построим поверхность, не поверхность, а плоскость. Сделаем ее construction plane для того, чтобы на ней построить все проецируемые линии на mesh. Сейчас все видите, как это все работает. Так, и теперь мы просто проецируем это все на mesh. Можно удалить construction plane, обратите внимание, что у нас изменится координаты мировые. Перед этим, конечно, надо было спроецировать все. Вот. Итак, mesh, инструменты меша, проекция кривой на mesh. Тут нам дается подсказку. Выберите mesh, на который вы будете проецировать. Выбрали, подтвердили. Выбрали кривые, спроецировали. Вот так выглядит наша проекция. Кривые нам больше эти не нужны. Теперь нам нужно продлить до пересечения. И мы получим здесь точку, относительно которой будем строить линию колесной арки. То есть я считаю, что просто этот способ быстрее, чем построение поверхностей, продление, пересечение, получение каких-то дополнительных кривых.
все равно потом придется тягать поверхности отдельно от всего этого и подстраивать. Так, начнем с кривой, которая строится по editable point, не CV. И обратите внимание, что нужно включить в привязках Projected Intersection для того, чтобы мы могли привязываться к пересечению кривых, потому что там никаких точек нет. Вот, построили. Я в таких случаях делаю, просто убираю спаны до одного и оставляю это так. Как видим, арка изначально была довольно правильной формы, и кривой пятой степени оказалось вполне достаточно, чтобы описать ее довольно точно. Поэтому оставляем пока так. Итак, продолжаем. С этой кривой все в порядке. Обязательно нужно создавать слои. В которых мы будем работать. В дефолте работать не очень удобно, потому что его нельзя скрыть. Вот. Переместим все кривые слои для кривых. Мы работаем в слое поверхности. Итак, если кажется, что можно для построения вот этой кривой где-то уплотнить контрольные точки, то это можно сделать. Пока давайте сделаем еще одну. Вот тут кажется. Видите, как неудобно без construction plane, не слушается совершенно проекций, не слушается кривая для построения. То есть очень удобно и быстро взять construction plane, построить то, что нужно, спроецировать и удалить его. Все. Вот. Дальше хотел бы обратить ваше внимание, что есть такой не принцип, но к этому стремятся, чтобы линии кузова все, пусть даже они изогнуты в одной плоскости, но чтобы они вот оставались на плоскости. То есть вся вот эта линия боковины, при всем том, что она тянется через всю машину, все равно стремятся, чтобы она была в одной плоскости. Видно, что она лежит где-то там. Поэтому и мы при построении в конце ее выровняем на одну плоскость. Так, ну, здесь можно немножко удобнее поработать с кривыми, именно из-за того, что они практически в одной плоскости. Мы вот таким образом их все продлим сразу, все. Где-то выделение непонятно каким образом работает. Не стоит сразу обращать на это внимание. Это проще исправить только эти
неудавшейся кривой. Так. Ну вот, кажется, и все. Строим по такому же принципу. До пересечения, вот там, где фиолетовый крестик горит. Строим. Если кому-то не получилось построить какую-то точку, Ctrl-Z работает на одно действие. При построении кривой можно отменить. Итак, вот эта кривая. Все ненужное скроем слоя кривых и поработаем с этой. На проекции видно, какая должна быть эпюра этой кривой. Но сейчас мы этим заниматься не будем. Нам нужно ее упростить для начала. Упростим мы ее с помощью инструмента Fit Curve. Сделаем здесь где-то 2 отрезка. Один третьей степени, другой тоже можно сейчас сделать третьей степени. Посмотреть на ихнюю эпюру. Основную кривую мы тоже скрываем. Удаляем историю. Копируем эту третью степень. Одну из них превращаем в пятую. Строим align. Позже 2. Вот, и теперь самое интересное. Просто подтягиваем до определенного момента. Вот так. Все, теперь третью степень скрываем. И чтобы избавиться вот от таких вот изломов, как раз и нужно спроецировать это все на плоскость. Для этого строим плоскость по крайним точкам и в серединке. Вот таким вот образом. Вспомогательные кривые нам не нужны. Вот эта плоскость. Делаем ее в первой степени с одним спаном. И все. Делаем проекцию, чтобы оставить кривую Match Original, то есть сохранить оригинал. Это третья степень и пятая. И вот видим, что отклонения есть, но не столь существенны. Причем, что мы можем сейчас контролировать эту плоскость, подстраивая то, как нам нужно. К примеру, хочется подвинуть вот сюда, чтобы приблизиться к серединке этого радиуса и изменить
метод проецирования не по Y, а по нормали. Одной кривой и второй. И тогда все станет на место. Отклонения, естественно, есть, но сейчас они совершенно несущественны. Так, и осталось, скинем все ненужное в темп, кривые в кривые, историю удалим. Осталось, так, вот эту кривую вернем в слой поверхности, чтобы видеть, что у нас тут есть. Осталось построить последнюю кривую и начнем строить поверхности. Нет, не последнюю, еще вот это нужно сделать. И начнем строить поверхности арки колесной. Здесь кривая совершенно простая. Ее единственное, что впоследствии придется тоже спроецировать на плоскость, потому что все это сечение, но тоже лежит в плоскости. Итак, здесь мы просто привяжемся к концу нашей кривой и к мешу через то же сочетание клавиш Alt-Ctrl и подтянем просто то, как она должна быть. Вот так. Вот, теперь у нас есть все исходные данные для моделирования. Нет, не все. Блин. Осталось построить вот эту кривую. Но ее мы будем строить прям по мешу. Здесь совершенно небольшое отклонение. И, в принципе, это допустимо в этом случае. Каждый, конечно, из вас будет решать самостоятельно, какой точности придерживаться при моделировании. Но здесь, как бы вы ни старались, по мешу точно делать все равно. Уж слишком точно не выйдет. Так. Вот, единственное, что после такого упрощения все равно хочется сделать несколько вещей. Во-первых, избавиться от пропавшей CV-шки там. То есть, скорее всего, нужно сократить этот участок. Видно, он начинает огибаться где-то отсюда. И вытянуть CV наружу. Вот. Вот так. И сделать планарайз, то есть снова сделать эту кривую, лежащей в плоскости. Вот этот инструмент. Разницы практически нет здесь. Но все-таки она есть, поэтому оставим все-таки нашу выровненную кривую. Продлим ее сюда дальше. И начнем строить поверхности. Так, начнем строить колесную арку. Способ, скажу я вам, довольно, ну не знаю, я бы назвал его обычным. Сначала мы будем строить приближенные поверхности. Относительно них построим бленды. В общем, это все проще увидеть, чем рассказывать. Поэтому смотрим. Строим боковину. Боковина у нас
опираясь на наш меш, выглядит примерно вот так. И судя по тому, что здесь уже начинается изгиб к арке, боковина, и заканчивается где-то здесь. Боковина, имею в виду выпуклая часть двери. Вот. Ее характер можно видеть вот здесь. Примерно вот так он выглядит. Строим сквер. Отлично. Хорошо попали. Вспомогательные линии нам уже не нужны. Вернуть поверхность только нужно. Удаляем историю. 5 на 5 это, наверное, чересчур. Все-таки у нас 3 на 3 все кривые. Вот. Итак, тот самый способ. Выглядит он примерно вот таким образом. Мы вытягиваем вот сюда, до середины арки. Строим 4-ю степень. Выравниваем вот эти все вишки. Вот так. И попытаемся вытянуть их так, чтобы приблизиться к нашей форме. Черт, надо 4-ю степень не там сделать. Не там. Значит, наша цель середина арки. Где-то вот здесь 4-я степень должна быть вдоль этой поверхности. Соответственно, CV тоже должна быть где-то вот здесь. Немножко все-таки потревожим эти CV-шки. Так, и смотрим. То есть мы вытягиваем так, чтобы приблизиться к нашей форме. До блендов. То есть бленды, само собой. Блендами мы просто, так скажем, уточним Такую же штуку нужно строить с другой стороны и соединить их. Можно даже попробовать построить сразу сквер. Здесь притянем к кривой.
Кривизны здесь не нужно нигде. 3 на 3. Удалим историю и немножко поправим. Для более точного попадания. Но тут, конечно, нужно быть аккуратным, чтобы не уйти уж слишком далеко. От того, что нужно. Не сильно нравится вот это натяжение здесь. Нужно, наверное, немножко упорядочить. Вот таким образом мы сделаем. Делаем G3. Более равномерно распределив CV. Удалим историю. Попробуем построить все снова. Вот теперь я доволен больше. Вот, и осталось просто спроецировать сюда форму арки. Не хочется здесь, конечно. Так, осталось отрезать вот так примерно. Помню, что тут заканчивается у нас кривая боковинки. Итак, отрежем, спроецируем с историей из вида, из камеры. Копируем Surface, скроем ее, сделаем Trim. Сделаем то же самое здесь. Blend, G2, G0, 4 спана, Default, чтобы не расползлись они по всей арке, чтобы остались вот здесь. Так, и последний штрих — это сквер здесь. Сквер, но нужно
взять эту кривую. Вот таким образом. Итак. Естественно, мы сейчас строим черновой вариант, который все равно будем перестраивать для того, чтобы попасть в позицию к нашим кривым и выровнять все это дело. Так, тут нам нужна кривизна везде. 5 на 5. Три и 1 можно сделать по G0, чтобы ладно, 3 можно не делать, потому что там у нас не выровненная кривая. Так, итак, смотрим. В принципе, меня этот результат уже устраивает. Но, чтобы вы понимали, да, что всю эту конструкцию можно подтянуть еще немножко, так как чтобы еще, к примеру, немножко приблизиться к тому же мешу, да. И вся она работает. Ну вот так. Вот так. Теперь я доволен. Можно немножко, еще немножко исправить вот здесь, чтобы не было такого спада. Вместе с этим, наверное, лучше потянуть. Вот так. Вот теперь отлично. Все, теперь осталось только перестроить это все дело на чистовую. Так, это можно сделать довольно быстро, как мне сейчас кажется. Поэтому надо приступать. История нам здесь больше не нужна. Вспомогательные какие-то вещи тоже уже не нужны. Так, в чем мы можем быть уверены здесь? Что по позиции стали наши бленды на арку, и что по позиции только вот здесь у нас сейчас совпадает, и вот здесь, потому что здесь третья степень с третьей степенью дружит хорошо. Нам нужно позицию поймать вот здесь и вот здесь. Для этого во-первых, нужно сделать одну вещь. Это соединить, склеить эти две кривых. Значит, что будет, если мы... Давайте их сначала скопируем, для того, чтобы вдруг не попортить. Скроем. Если мы вот с такими настройками Attach склеим их, мы получим здесь какие-то непонятные много точек. Если же мы приведем эти кривые к одной степени, к пятой, к примеру, то при склейке у нас это место останется аккуратным, как и эпюра тоже. Вот. Поэтому оставляем.
Скрываем старые кривые. Это нужно для того, чтобы вот эту поверхность, которая проходит через соединение наших точек, мы смогли притянуть к этой кривой. Делаем Untrim и делаем Align в позицию G0. Здесь можно сделать 5-ю степень для того, чтобы проще попасть. Чтобы отследить попадание, вот тут я не знаю, стоит ли нам так подтягивать купюру или оставить так. Давайте проверим, какое там отклонение. Построим вспомогательную кривую, не кривую, поверхность и сделаем проверку на G0. Вот наша гап 0.04. Я считаю, что это вполне достойная гап. Кстати говоря, можем обдурить всю эту систему, так как у нас эта поверхность стримнутая как раз на стыке, мы можем ее до туда убрать и притянуть проверим на G0. Отлично, меня это вполне устраивает. Можно попробовать немножко подтянуть. Вот, отлично. Дальше поступаем точно так же. Удаляем историю, чтобы случайно что-то здесь не случилось. Точно так же поступаем и с вот этой кривой. Делаем 5-ю степень, не здесь, а вот здесь. Делаем Untrim, чтобы можно было с ней работать. И делаем G0. Вот сюда. Немножко тянем. Смысл в том, чтобы не слишком изменилось. Снова сделаем этот прием. Чтобы не сильно изменилась внутренняя форма, нами выстроенная уже. Вот, теперь мы попали в G0 сюда. Дальше. У нас есть... Теперь это нам не нужно. У нас есть... Нам не нужно кривые на поверхности. Вот такие бленды 5-й степени с 4 спанами. Можно сделать каждый из них 2-й степени. Можно разрезать их по спану пополам как раз. И единственное, что вот здесь нужно их совместить четко в уголок. Прям вручную вот так мы сделаем. Точно так же и здесь. Прям вот так притянем. Вот. И просто лайном сначала сделаем позицию, проекция по нормали.
видим, что почти попали. То есть если мы немножко потянем за CV-шку, к примеру, вот здесь, станет все на место. Также делаем это здесь. Здесь хочется, конечно, немножко дотянуть уже до конца. Обратите внимание, перетянули немного за границу поверхности, и при алайне просто поставим галочку Shrink to Fit. И эта CV-шка прыгнет на место. И делаем ту же манипуляцию. Немножко подтянули, и все стало на место. Тут та же схема абсолютно. Единственное, что здесь из-за большой кривизны, возможно, придется увеличить степень до 6. Можно даже не тратить время на вот эти все подтягивания. Сразу сделать 6 степень. Потому что эти манипуляции обычно могут продолжаться довольно долго. Вот. Снова удаляем историю. Либо в этом инструменте применяем Accept. Ставим G2. Accept G2. Accept G2. И последнее. Проверяем между ними. Здесь почему-то сбилось на очень маленькую величину. Чтобы поправить вот в таких местах, лучше всего включать вот эту картинку, чтобы было видно, где, удалим историю, где лучше править. То есть нам нужно соединить эти рисунки между собой. Для этого мы видим, да, как меняется. Поэтому именно эту CV лучше тянуть, чем, к примеру, вот эту. Потому что она непонятно раздувает рисунок. В общем, так, здесь я доволен всем. И самое последнее, это осталось заменить этот сквер на другой. Теперь же 0 мы можем сделать везде, без боязни. Все попадает сразу, без всяких проблем. Ну, возможно, попробовать поиграться натяжением, чтобы улучшить или ухудшить зебру, как вам нравится. Ладно, пусть будет по 0,5 вести, как и было. Вот, собственно, и все. Делаем трим. Убираем лишнее. Кажется ли? Кажется, что все в порядке. Вот и все. Передняя арка Астона Мартина готова. Поздравляю! Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.